Здравствуйте, с вами команда New Hope. И сегодня мы хотели бы поговорить на такую тему, как регуляторы. Я думаю, большинство трейдеров в той или иной степени начинает торговать на рынке Форекс, даже не задумываются о том моменте, как будет решаться судьба их денег, если возникнет какая-то спорная ситуация, в результате которой у вас будет конфликт с вашим брокером. И когда этот момент чаще всего происходит, люди начинают сразу искать, что же за регулятор у этого брокера и как достать свои деньги. И мы сталкиваемся с горькой правдой, что разные есть брокеры, разные есть регуляции. Далеко не во всех ситуациях можно вернуть свои деньги, вернуть прибыль или оспорить убытки, которые были понесены в результате сбоев работы брокера, либо умышленного воздействия на ваши ордера. И давайте сначала определимся, что такое регулятор. Регулятор – это организация, которая регулирует финансовые сделки между двумя сторонами. Это брокером и клиентом. В итоге регулятор является звеном, который регулирует все спорные ситуации. Давайте посмотрим, какие брокеры в целом бывают. Первый брокер – это брокер без регуляции. Это чаще всего открывают какую-то компанию в островных территориях офшорных, и там у них же есть свои псевдорегуляторы, где надо вносить свой какой-то уставной капитал в виде, скажем, какого-то небольшого фонда, там $500, $1000. И эти компании, брокеры, они даже не заморачиваются, они даже эти деньги не вносят, они просто регистрируются и как брокер работают. Дальше, следующий вид брокеров с карманными регуляторами. Любой нормальный регулятор должен регулироваться законодательством той или иной страны. Это важное правило, потому что без регуляции со стороны государства, регулирующего органа, получается, что регулирующий орган может делать все, что угодно, потому что он не подконтролен. Соответственно, как создаются карманные регуляторы? Мы рассмотрим примеры. Я вам покажу карманные регуляторы. И эти карманные регуляторы создаются группой брокеров чаще всего. Они сбрасывают небольшие суммы, выставляют каких-то управляющих членов этого регуляционного сообщества. И в целом, по личной нашей практике, эти регуляторы не делают ничего, чтобы вернуть ваши деньги. Следующий, третий пункт. Это офшорные брокеры с островной регуляцией. Как раз про первый пункт, который я рассказывал, брокер регистрирует компанию на каких-нибудь Сейшельских островах, Панамских островах, Британо-Виргинских островах, Новозеландии. И зарегистрировав там компанию, он подает ежегодовой взнос в их местный регулятор. На основании этого он получает свой регистрационный номер и пункты правил о том, что он регулируется какой-то этой организацией, и они указывают у себя на сайте номер этого регулятора и ссылаются на то, что у них есть регулятор. Дальше. Четвертый пункт. Это брокеры со среднего качества регуляции. Они уже есть и уже хорошие. Какие регуляторы являются хорошими? Это ASIC, это австралийский регулятор, Кайсерк, это кипрский регулятор, и Баффин, это немецкий регулятор. Это регуляторы, которые уже могут решить многие ваши спорные моменты, и конкретно, если брать, например, Баффин, то он решает очень жестко и чаще всего в сторону клиента, но при этом он может часто быть на стороне брокера, потому что клиент, трейдер непосредственно, не является резидентом, например, Евросоюза. Такое тоже часто встречалось.
И пятый пункт — это брокеры с лучшими регуляторами. Я бы, наверное, выделил два регулятора. Это ФСА, это лондонский регулятор, и ДФСА, это дубайский регулятор финансовый. Второй регулятор, это ДФСА, он достаточно новый, но при этом законодательство данной страны очень жестко регулирует финансовые рынки, и там не получается у компаний-брокеров получить какую-то слабину, ну, отстоять свои права в тех ситуациях, где они не правы. То есть там с регуляцией достаточно хорошо сейчас. Так, теперь давайте посмотрим на примере нескольких брокеров, как найти регулятора, вообще, как он на сайте отмечается. Давайте зайдем на общеизвестный, наверное, для СНГ сайт alpai.com. И перейдя на этот сайт, мы сразу обращаем внимание куда. Чаще всего размещают информацию о регуляции либо о нас, либо контакты, там в перечне, либо в разделе о нас есть подпункт регуляция. Здесь мы не видим никакой регуляции. Значит, переходим ниже. Если вы сверху не смогли найти, чаще всего внизу есть перечень меню и развернутая карта сайта. И ниже вот тут указывается часто имя компании и их регулятор. Если мы здесь посмотрим, то я вижу сейчас первое, что вот ЛПИ является членом финансовой комиссии. Мы переходим, это ссылка, и видим какой-то сертификат. Сертификат, собственно, ни о чем нам не говорит вообще, потому что здесь нет никаких отсылок, кто, что, кем, что за регуляция компании, бренд даже не написано, если не ошибаюсь. Так, давайте переходим на страницу этого регулятора. Заходим в контакт ас и смотрим, что это. Первое, что бросается в глаза, номер +1, это США. Угу. Здесь Гонконг написан, а здесь Лондон. Но это не является компанией ФСА. То есть, если они зарегистрированы как лондонская компания, то они не могут предоставлять официальные услуги регулятора, потому что они не являются надзорным органом государства. То есть это и есть как раз таки то, о чем мы говорим, карманный регулятор. Давайте посмотрим, почитаем what we do. Итак, здесь мы четко видим, здесь написано, что компания, что финансовая комиссия — это искусственно созданная саморегулируемая организация, где резиденты просто скидывают стартовый взнос, уставной капитал, и компания саморегулируемая. Проще говоря, это и есть карманный регулятор. Карманный регулятор в 90% случаев будет на стороне брокера. Да даже не 90, в 99%. Потому что брокер не может никак быть наказан. То есть регулятор все, что сможет сделать, это пальцем погрозить, сказать, так нехорошо. То есть такие организации чаще всего не решают проблемы клиента. Давайте посмотрим, что тут еще есть. Вот есть список членов этого регулятора. Ну, что тут скажешь? Это карманный регулятор. Это 100% карманный регулятор, который по факту никак не будет выступать на вашей стороне.
Это просто собрали для себя как это регулятор, которым они прикрываются, показывают. Если мы посмотрим, тут Бинома, который не отдает деньги, тут, собственно, Grand Capital, ST Forex, которого поймали и бежал их владелец. То есть вот эти моменты, про Герчика вообще молчу. В общем, по списку здесь все, для меня все очевидно. Это карманный регулятор. Но тут есть метка Best Execution, то есть лучшее исполнение. Если возьмем, например, вот этот Forex Club, у Forex Club исполнение бывает до 1,5 секунд доходит. Говорить о лучшем исполнении я бы точно не стал. А уж что говорить про, где-то я здесь видел, Олимп Трейд, у которого по 2 секунды идет открытие опциона. Ну, в общем, для меня все понятно. Если мы вернемся на сайт Alpay, и посмотрим еще какие есть регуляции, то мы найдем, ну, собственно, вот, и гайнадины. Это и есть островная офшорная организация от 2012 года Saint Vincent and Гайнадины. Ну, это гайнадинский офшорный регулятор, который по факту тоже является обычным шаблоном для брокеров, чтобы они им прикрывались. Так, давайте тогда рассмотрим уже, наверное, брокера, который является более уверенным, надежным на рынке, которого все знают и у которого достаточно большой опыт и быстрое исполнение. FX Pro. Ну, возьмем сразу, промотаем самый низ, они чаще всего пишут. Вот мы читаем. FX Pro Group Limited. Но это группа компаний, в составе которой входят. И дальше идет перечень компаний. Соответственно, каждая компания подпадает под разный регулятор. Вот мы видим здесь FX Pro UK Limited авторизованно регулируется ФСА и номер лицензии со ссылкой. Переходим на сайт ФСА, проверяем. Это важно, чтобы сайт был именно ФСА. Это правильный сайт указан. И тут у нас есть сайт. У нас есть контакты. То есть действительно смотрим номер. Номер совпадает с номером, указанным на сайте. Да, действительно, этот брокер является членом регулятора ФСА, что уже является очень большим и веским аргументом для того, чтобы начать, например, торговать у этого брокера. Дальше у них есть по списку ДФСА, что тоже является отличным показателем. Кайсик, то есть это уже среднего планки регуляторы, которые также уже есть в списке. ЮАР, к моему сожалению, наверное, я не сталкивался с этим. Ну и Багамские острова. Давайте проверим еще, например, Кайсик. Угу. Здесь написан перечень сайтов допустимых, по которым они могут работать. Но лицензия выдана от 2007 года, что достаточно давно. Телефоны, все контакты имеются. То есть мы уже можем гарантировать для себя, что мы будем регулироваться одним из регуляторов из этого списка. Теперь давайте рассмотрим вариант, как. Вот мы видим большой список регуляторов. Как же будет происходить, чтобы мы регулировались именно, например, вот этим регулятором для FX Pro UK Limited. При регистрации, когда вы регистрируетесь, очень важно учитывать тот момент, что регулятор под разную страну выбирается разный. Если вы регистрируетесь, например, из Африки, то очень большая вероятность, что вам подсунут, например, какой-нибудь
Багамские острова, потому что брокер, он не хочет решать с вами какие-то вопросы, связанные со спорными моментами. Брокеры, даже хорошие, проверенные брокеры, чаще всего пытаются оградить себя и клиента отодвинуть подальше в самую злощавую офшорную организацию, которая у них есть, для того, чтобы любой спорный момент решался максимально на их стороне. Итак, давайте рассмотрим, значит, вариант, обговорим по поводу регуляции. Когда вас вот засунули в злощавую какую-то контору, у вас возникает спорная ситуация, вы что делаете? Вы пишете брокеру, говорите, я подам на вас в регулятор с ФСА, что они рассмотрят эту ситуацию, спорный момент, на нашей стороне будут, вернут наши деньги. Давайте-ка вы нам мне по-хорошему верните мои деньги. Брокер говорит, да, конечно, подавайте, без проблем. Вы собираете информацию, об этом мы позже чуть-чуть поговорим. Вы подаете жалобу, а от регулятора приходит ответ. Вы знаете, вы не являетесь клиентом компании, которую мы регулируем. Потому что мы регулируем компанию FX Pro UK Limited, а вы зарегистрированы в компании FX Pro Global Markets Ltd. Обращайтесь к регулятору данной компании, которую регулирует, извините меня, Багамские острова. Мы если перейдем на сайт Багамских островов, тут даже информации никакой нет о том, что это за клиент. Мы возьмем сейчас номер, скопируем. Ага, и никакой информации о брокере нету. Собственно, все. Приплыли на островные государственные регуляторы. В общем, значит, что получается? Что нам надо делать в данной ситуации? Вы в двух вариантах это делаете. Первое, вы подаете запрос в чат, обратный звонок, начать чат, без разницы. Вы как-либо связываетесь с представителями компании и им описываете ситуацию, говорите, что я хочу, чтобы меня регулировал вот этот регулятор и открыть именно открыть счет именно вот в этой компании и указываете четко, что вы хотите. Тогда соответственно, вам могут отдельно открыть счет, и у вас уже будет счет именно в этой компании. Вот. Дальше спорный момент еще может быть такой. Если вы не захотели писать, пытаться получать какие-то ответы, вы решили сами зарегистрироваться на сайте и без выбора. Значит, что происходит? На этапе, после того, как вы заполняете всю контактную информацию, после этого на сайте есть внизу пункты, чаще всего, где вы ставите галочки о том, что вы соглашаетесь с условиями компании или брокера, брокерскими там регуляцией и всем остальным. И там прописано имя компании. Очень важно, чтобы имя компании было прописано нужное вам. Если будет прописано другое имя компании, то, соответственно, вы подпадаете под другую регуляцию. В этой ситуации вам надо писать в техподдержку и пытаться открыть счет в той регуляции, в какой вам необходимо. Так, с этим закончили, закрепили. Я думаю, тут более-менее понятно должно быть. Теперь рассмотрим ситуацию, если ваши права нарушены. Предположим, вы открылись в FX Pro, подали заявку, открылись. Заявка под ФСА или, например, там под Кайсик. Что мы делаем? Начинаем торговать, появляется спорная ситуация. В этой ситуации, как только вы видите, что, скорее всего, здесь замешан либо брокер,
либо не рыночные котировки, либо вас специально закрыли, либо margin call был не по существу, не в том месте, где прописано на сайте, что не при 20% margin call должен произойти, а там произошел при 50%. Это тоже нарушение их регламента. Вот. Ну, любая спорная ситуация. Первое, что вы делаете, заходите сразу в личный кабинет, делаете скриншоты всех страниц, номеров счетов, номеров пополнения, запроса на вывод. Делаете скриншоты MetaTrader 4, чем как торговали. Скриншоты логов, сохраняйте лог-файлы MetaTrader 4. В общем, делайте все, чтобы собрать максимальное количество информации для того, чтобы доказать свою правоту. Это очень важно, потому что, приведу вам пример. Брокер берет и после спорной ситуации с вами блокирует вам счет, и вы не можете физически зайти на свой аккаунт, он заблокирован. И все, у вас нету даже номеров сделок, которые вы будете оспаривать. А при заявлении к регулятору вы должны приложить и указать номера сделок, которые были спорные. А вас также могут и удалить ваш личный кабинет, и вы не сможете доказать потом, что вы пополняли деньги, что вы делали какие-то еще манипуляции у брокера. Поэтому самый важный момент – это сбор информации. Можете записать видео, записывайте видео. Можете сделать скриншоты, делайте скриншоты. Делайте отчеты. Сохраняйте любую информацию, которая вам поможет решить спорный момент. Теперь переходим к следующему моменту. Собрали мы эту информацию. Что нам дальше с ней делать? Куда идти? Значит, на примере ФСА возьмем. Давайте ФСА. Значит, зайдем на страницу Home и ниже пройдемся на страницу Contact Us. И здесь уже на странице Contact Us мы видим здесь чат. Сейчас недоступен, выходной день мы пишем видео Ask a Question и много-много разной информации есть. Самое главное в данной ситуации не особо переживать. То есть вы не должны дергаться. От того, что вы начнете пытаться им во все виды почт писать и звонить, момент быстрее спорной ситуации не решится. Первое, что вам надо сделать. Вы четко убедились, что данный брокер регулируется в ФСА, например, что лицензия совпадает, все совпадает. Вы пишете брокеру в чат, на почту, объясняйте ситуацию без скринов, без кучи дополнительной информации. Вы уже поняли, что с ним вопрос не решить. Вы пишете, что вы подаете жалобу в регулятор, например, ФСА. Вы ему описываете, что спорная ситуация, которую вы не захотели решать. Я считаю, что мои права ущемлены, что данная ситуация некорректно рассмотрена, поэтому я иду в регулятор. Вы собираете информацию и идете в регулятор, если брокер вам отказал. Он сказал, да, пожалуйста, это ваше право, идите. Значит, вы пишете в регулятор. Пишите либо на сайт, на почту, куда вам удобно. После этого, через какое-то время вам придет ответ, либо из чата. Чаще всего в чате пересылают всегда на почту. Говорят, что составьте заявление, заполните форму и приложите всю информацию, которая у вас имеется по данной спорной ситуации. Вы составляете, отправляете. Например, в Кайсике там $20 сборы идут за спорную ситуацию, за рассмотрение, то есть регистрация вашей заявки. Значит, вы подали заявку, и она рассматривается в среднем от 10 до месяца, 2 месяцев. Бывает, но это очень редкие случаи. Рассматривается в зависимости от того, какая ситуация и как брокер отвечает. Вас не будут не терзать, спрашивать каких-то кучу вопросов. То есть регулятор получил информацию и начинает с ней работать. Он обращается с этой заявкой к брокеру, компании брокер, где зарегистрировано.
и говорит: предоставьте нам информацию по этим сделкам от этого клиента, и чтобы мы по этой информации могли понять, что, как, и вынести какое-то решение. Дальше уже идет от сотрудничества брокера. Быстро ли он отвечает, быстро ли он подает информацию, правомерны ли действия, и там уже регулятор на основании этого выносит решение, и потом вам приходит уже ответ. Если какая-то дополнительная информация ему потребуется, он обращается к вам с запросом дополнительной информации. Если у вас есть возможность, вы ее предоставляете, и вопрос дальше решается. Если вы правы, и действительно брокер, например, открыл по несуществующим ценам, и либо еще какие-то спорные моменты, в 99% случаев решают в пользу клиента, если клиент действительно прав. То есть тут нет такого, что брокер решил откупиться, дал там какую-то денежку члену регулятора, и этот человек сказал, что брокер прав. Там все регулируется законодательством страны. Это один из пунктов, о которых я ранее говорил. Почему надо, чтобы регулятор был подконтрольным государству какой-либо страны. Если ситуация такая, рассмотрим, давайте последний случай, как себя вести, если вы открыли счет в компании, которая без регуляции, у них карманный регулятор, офшорный островной регулятор какой-либо. Вы не знаете, как решить ситуацию. Ситуация с их карманными регуляторами, чем-либо угодно, брокером не была решена в вашу сторону. У вас есть два выхода, которые мы видим. Первый – это договориться с брокером о том, чтобы вернули ваши вложенные деньги. Очень часто брокер готов вернуть ваши деньги без прибыли, чтобы вы от него отстали. Так часто брокеры так делают, чтобы в этой ситуации они не выглядели брокерами, которые творят, что хотят. Они отдают ваши деньги. Это если вы попытаетесь с ними договориться мирным путем. И второй метод – это chargeback, либо жалоба в платежный терминал, систему, через которую вы делали перевод. Я приведу несколько примеров, как вернуть свои деньги. Первый. Если вы переводили через кредитную карту, вы можете сделать chargeback. В течение 180 дней после перевода вы можете пойти в ваш банк, написать заявление о том, что вы хотите вернуть деньги по данной операции в связи с тем, что куда вы переводили, являлся мошенником. Вы описываете ситуацию, описываете все как есть, объясняете, что этот брокер не хочет отдавать ваши деньги. И что происходит дальше? Если вам скажут, что банк не готов принимать ваше заявление, вы говорите, что это заявление не к банку в первую очередь, а к MasterCard или Visa, потому что chargeback допустим именно у этих систем. Это те организации, которые предоставляют кредитные карты сами по себе. Значит, вы подаете жалобу в банк. Банк рассматривает, и обычно в течение 10-15 рабочих дней вам приходит ответ. Обычно, если действительно какой-то офшорный брокер без регуляции или карманный регулятор, то часто брокер не может предоставить банку, куда деньги пошли, как пошли. У нас много таких примеров, когда нас обманывали, и не хотел брокер отдавать даже наши деньги, эти вопросы решали. Я вам так скажу, в 10 из 10 деньги нам возвращались. 10 случаев из 10 нам вернули все наши деньги. Дальше. Это жалобу писать, например, в Skrill, в PayPal. Если вы отправляли деньги через PayPal, PayPal вообще это очень сильно клиентоориентированная платежная система, где в 99% случаев вам могут вернуть деньги, если вы обоснованно напишите суть претензии, и другая сторона не сможет
как бы кратно больше предоставить документации, аргументации, почему они правы. Возвращают все клиенты. Это платежка, которая прям с ней никто из брокеров, никто из больших количеств организаций не любит работать, потому что у PayPal очень сильно клиентоориентированная идет работа, и это не устраивает очень большое количество компаний. И дальше. Например, WebMoney. В WebMoney до 90 дней вы можете подать жалобу о возврате ваших денег. Подаете жалобу, вносите какой-то небольшой там сумму на рассмотрение, что это как гарант, и рассматривается ситуация. Там тоже достаточно хорошее решение спорных моментов происходит, и деньги возвращаются. То же самое с Scail и Neteller и прочие платежные системы. Главное не бояться, не думать, что деньги пропали, и пытаться искать способы, как их достать. На этом, наверное, все. Я думаю, что вам было полезно узнать, как и что надо проверять, где торговать, как проверять наличие регуляторов, как попытаться достать свои деньги, как подавать заявления. Эта тема на самом деле намного более обширная. Я очень емко рассказал, поэтому следите, анализируйте и обязательно проверяйте, потому что ваши деньги – это ваши деньги. Когда вопрос возникает спорный, решать будете его вы, а не брокер за вас. На этом все. Если для вас это было интересно, пишите под видео ваши вопросы, отправляйте ваши вопросы нам на почту, пишите в онлайн-чат. Мы обязательно отреагируем на ваши темы, интересные вам, и снимем видео, потому что у нас за последние 7 лет торговли у нас накопился огромное количество опыта, и мы готовы и хотим с вами им поделиться. На этом все. До свидания.